Всем привет, с вами Березовский. И нет, ребята, это не новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Сегодня у нас с вами распаковка и обзор новой карты видеозахвата, которую я приобрел недавно. Ну, распаковка, или сейчас модненькое словечко есть такое, анбоксинг. В общем, берем сегодня на распаковку и обзор карту видеозахвата для стриминга фирмы, да, сейчас покажу, получается, фирмы Avermedia, вот написано. И моделька данной карты видеозахвата называется Live Gamer Portable 2+. Сейчас поближе поднесу так в камеру. Вот такая упаковка, ребята. Давайте посмотрим сейчас фотографию, как это все было запаковано до моей распаковки уже первичной. А вот и подъехала фотография после покупки. Слева направо. Слева у нас мультипорт адаптеры, по центру сама карта видеозахвата, а справа отдельно купил HDMI провод. Позже объясню почему. Итак, ребята, посмотрели, да, как все выглядело, собственно, в упаковках. Давайте поближе рассмотрим нашу саму карту видеозахвата, потому что все остальное, я думаю, не так интересно. В общем, сразу видим, да, у нас картинка 4К. То есть действительно может захватывать карта, пропускать через себя 4К, правда выдавать по USB она может только максимум 1080-60 FPS, но принимать по HDMI кабелю она может действительно 4К 60 FPS. Поэтому из PlayStation, например, спокойненько 4К она будет принимать. В общем, ребятки, здесь подписано, что внутри так поближе поднесу. У нас внутри получается сама карта, понятно. USB кабель 2.0 здесь будет. Потом получается 3.5 джек аудиокабель. Ну, я вам покажу, все распакую. HDMI кабель, но к нему у меня, ребятки, вопрос. Поэтому я сразу купил HDMI кабель, тот, которому я доверяю, с золотыми сечениями, ну, золотыми, как это называется, не сечения, ну, в общем, ребят, с золотыми контактами, так скажем. Вот, давайте поближе поднесу, вот так вот покажу. То есть, видите, да, собственно, контакты сами у HDMI золотые. В комплекте я не знаю, какой HDMI кабель. Вроде бы написано 2.0, но, честно, доверия к нему нет. Потому что, как бы, ну я не знаю, там не подписано на самом кабеле что да как. И я купил сразу проверенный. То есть фирма Dexp называется. И он точно 2.0 и точно пропускает через себя все, что надо. Поэтому я на всякий случай приобрел. Если как бы вы доверяете HDMI кабелю из этого комплекта, то, соответственно, приобретать не надо. То есть тут как бы на ваше усмотрение. Сразу скажу, я смотрел некоторые обзоры в интернете уже на ютубе. И вот здесь, ребятки, сейчас вам текст поближе поднесу. Короче говоря, здесь в характеристиках, вот так вот. Вот. Здесь в характеристиках указано вес, там всякие параметры и так далее. И вот в последней колонке вес, смотрите, написано 185 грамм. Обычно я смотрел ролики, и ребята говорят, типа, на видосах, что карта весит там полкилограмма точно, ну 600 грамм где-то точно. Ребят, нет, сама карта весит всего лишь 185 грамм. Она очень легкая, это устройство легкое. Я не знаю почему, да, на ютубе говорят, что она тяжелая. Короче, ребят, давайте распаковывать, давайте. Все лишнее я пока что из кадра давайте уберу. Все эти вот провода, там тудым-сюдым. Потом мы с вами на все это посмотрим, все это подключим к компьютеру сегодня. Проверим, как это работает на макбуке. Точно так же это будет работать как бы и на Windows, за исключением парочку нюансов, о которых я расскажу. То есть плюс-минус, да, настройки будут одинаковые. Только у макбука свои кодеки, кодирование, да, вот. А у Windows будут как бы там вот свои, в зависимости от вашего компьютера, какая у вас видеокарта, там NVIDIA или AMD и так далее. Вот. Вот такая приятная упаковка, короче говоря. И знаете, у меня ощущение, как будто бы я распаковываю какой-то прям реально, ну, даже не как будто бы, а это реально качественный товар. Ну, как я считаю, как я уже попользовался, вот. Поэтому распаковка весьма доставляет удовольствие. Смотрите, сверху сразу у нас, давайте покажу. Достану ее. Сверху сразу находится устройство. Я его вытащу в первую очередь, потому что оно здесь, я считаю, самое интересное вообще. Вот, смотрите, вот так выглядит, соответственно. Карта довольно маленькая. То есть, чтобы вам сравнить, давайте положу ее на ладонь. Вот, смотрите, вот так вот. Вот, то есть, в принципе, карта реально вмещается в ладонь. Это, чтобы вам понимать ее длину, получается. Вот, ну, ширину, чтобы понимать, давайте вот так вот. То есть, в принципе, я думаю, понятны ее габариты, и вес реально вот тут, ну, 185, ну, реально максимум 200 грамм. 200 граммов, то есть тут не более того абсолютно, не более того. Вот так это все дело выглядит, давайте покажу и поверчу со всех сторон. То есть здесь у нас с этой стороны с лицевой картинка сразу 4К,
А вот эта вот эмблема, да, по центру, это главная кнопка, там остановка и запуск записи, то есть все удобно. Производится с одной кнопки, нажал, записал, нажал, там остановил. Если вам нужно записывать именно ролики, а не стримить, например. Далее, смотрите, собственно, вот в правом здесь переключатели вот такие, сейчас покажу, так вот, оп, оп, переключатели режимов. То есть левый режим это связь с компьютером для стриминга, центральный режим это флешка для записи видео на флешку непосредственно. То есть можно обойтись и без компьютера, можно все записывать на флешку, вот так вот, ребята, это очень круто. И дальше режим с двумя стрелочками это режим картридера, то есть чтобы данные синхронизировать с компьютером. Далее находится переключатель громкости, плюс-минус, понятно. И вот такие два, смотрите, сейчас поближе прям в камеру поднесу. Два входа для наушников, точнее, один для гарнитуры, короче говоря, справа, другой для геймпада. То есть, получается, вы можете чатиться спокойно себе, если вы играете на PlayStation, стримите с PlayStation и хотите с тиммейтами общаться в чате. То вы спокойно геймпад сюда подключаете, да, а сюда себе наушники выводите и спокойно к себе общаетесь. То есть можно это делать и услышат на стриме ваше общение, и вы сами все услышите. Далее, ребят, низ, здесь прорезиненное покрытие, то есть на столе, я вам сейчас покажу, коробку в сторону, так вот давайте отодвинем все это дело. Вот, смотрите, то есть получается на столе, вот, оно не скользит. То есть если там резко, допустим, там хоп, заденет что-то, вот резко, оно не скользит. Это круто, реально, мне лично мне это понравилось. Так, давайте посмотрим заднюю сторону, вот так вот посмотрим. Значит, смотрите, получается слева направо, сейчас поближе поднесу, слева у нас out-выход, то есть и чуть правее in-вход. Это означает, что вы в in вставляете свой PlayStation, а потом отдельным HDMI кабелем выводите, допустим, на телевизор, чтобы играть. А если вы стримите, допустим, вот в данном случае, да, я стримлю Call of Duty Mobile, я в in вставляю из планшета, я вам все объясню, покажу, как это происходит попозже. В in я вставляю, собственно, свой планшет iPad, а out я вывожу HDMI кабелем на компьютер. Но, ребят, смотрите, оговорюсь сразу, что out HDMI работает только на Windows. У меня MacBook, и поэтому те, у которых MacBook, вам нафиг не нужен второй кабель HDMI. Я сразу купил два, потому что, мне друзья говорят, типа, тебе нужно два HDMI, потому что, собственно, с одного ты будешь вставлять сюда как in, а потом out выводить будешь, типа, на компьютер. Но, ребят, у кого MacBook, вы все делаете через USB. У кого Windows, вы должны подключать и USB, и out выход. Вот такие дела. Я долго парился на этот счет, а потом в один момент я, короче говоря, отключил HDMI кабель, и у меня все продолжало работать. Потом я решил поменять. Я выключил USB, подключил в розетку и оставил только out кабель HDMI. И у меня ничего не работало. Вывод: на MacBook работает только USB. То есть вся информация отсюда. А на Windows там и так далее все вот на out. И тут флешка справа. Справа вот можно воткнуть флешку, записывать прямо на флешку. Записывает 1080-60 FPS. То есть как бы тут без проблем. Вот такое устройство, ребят. Давайте посмотрим, что там у нас далее в комплекте. Вот так вот все достается аккуратненько. Я уже распаковывал, поэтому здесь будет все менее аккуратно. Сейчас сложно. Да и вообще кое-что не сложно. Короче, вот джек-кабель. 3,5 джек. Это для, собственно, аудио. Я думаю, понятно, но я им пользоваться не буду, потому что у меня как бы iPad. И iPad прошный, там ничего это не подключишь. Далее, смотрите, ребят, так, сейчас это так вот сделаем. У нас здесь, смотрите, кабель, собственно, USB. Такой, кстати говоря, с с золотым нанесением. Таким сейчас покажу поближе в камеру. То есть, я был удивлен. Вот. Это очень хорошо, потому что он будет быстрее передавать данные. Собственно, давайте по ходу дела все это потихонечку у нас подключать. Потихонечку. Вот, собственно, наша карта. Вот здесь будет она лежать. Давайте всю эту фигню мы со стола с вами уберем. Вот так вот, лишнее. Вот сюда. Все. Оно не нужно. Так, USB подключается непосредственно в саму карту видеозахвата. Оттуда берутся все данные через USB в компьютер. То есть все настройки, там, да, компьютер видит вашу карту через, соответственно, этот USB, там, ну и так далее. То есть все происходит, общение как бы вашей видеокарты с компьютером происходит непосредственно через этот USB. Так, вот так вот. Опа, подключили. Отлично. Так, ну и второй конец оставим. Сразу скажу, кстати говоря, про этот USB. У него такой, получается, плетеный кабель.
То есть круто, он гнется там и так далее. И это очень надежно, потому что вот у меня в машине, когда USB зарядки такие плетеные, они долго живут. Вот именно, ну, в общем, так поближе постараюсь показать. Это плетеное. То есть качество классное, претензий нет. Так, оставим. Далее, что у нас еще в комплекте, ребят? В комплекте базовый этот HDMI кабель двойной, то есть один на HDMI, второй HDMI. Но у него, смотрите, не золотые контакты. Я предпочитаю еще с PlayStation, еще с темы передачи данных там и так далее, предпочитаю золотые контакты. Поэтому я вам сказал, да, я это откладываю сразу в сторону, я приобрел сразу вот такой вот плетеный, во-первых, плетеный, потому что если он будет гнуться постоянно, да, во все стороны, там вот так вот, он долго у вас не проживет. Вот, а он, получается, я купил сразу плетеный, и смотрите, вот как я вам показывал золотые контакты. Так, значит, давайте сразу по ходу дела это подключать, давайте в in вход, оп, ну и второй оставим для iPad. Все, ребята, значит, коробка. Тоже ее оставляем в стороне. Я вам показал, что находится внутри, и само устройство тоже повертел. Давайте пройдемся немного по проводам. Что вам вообще нужно для стриминга? И, скажем так, без чего можно обойтись, например. Смотрите, я показываю все свои кабели сразу, потом расскажу, какие из них нужны, какие не нужны. Значит, смотрите, давайте справа налево, потому что вот этот кабель главный, точнее переходник. Значит, этот переходник... он называется мультипорт, как-то там. То есть я ссылки все оставлю в описании и закрепленном комментарии. Сразу, ребят, скажу, стоит довольно дорого. То есть, допустим, карта видеозахвата моя обошлась мне в 13 тысяч рублей. Вот этот один переходник, но это Apple. У меня iPad от Apple. Если у вас, допустим, от Samsung, там, я думаю, будет дешевле стоить. Хотя, не знаю, не разбираюсь. Короче, ребята... Один вот такой переходник стоит 6500 или 7500, по-моему 6500. Второй переходник еще 6500. Вот это вот отдельно тупо USB, я вам скажу, почему я ее тоже приобрел. Она у меня уже давно, правда, то есть я не в этом комплекте приобретал, она у меня давно, это USB, для флешек и прочее. И я пользуюсь сейчас только ей. Объясню позже в конце почему. Так вот, ребят, получается 6500, и это, по-моему, 2000 стоит, или 2500, что-то такое. В общем, это самое главное, вот этот переходник. Почему? Потому что, давайте iPad сразу поставлю, чтобы в дальнейшем показывать вообще, как все здесь происходит у нас. Так, вот, собственно, наш iPad. Значит, мы подключаем вот сюда в зарядку этот переходник. Вот он у нас справа висит. И давайте я его отключу, покажу сами порты, что здесь происходит. Вот так вот. Смотрите на порты, слева направо USB, HDMI, и для зарядки Type-C, чтобы сразу iPad заряжался, ибо на стриминге он у вас разрядится довольно быстро, потому что вы будете играть, плюс использовать интернет, ведь это онлайн-игра, неважно, Wi-Fi там или LTE, по LTE быстрее будет разряжаться. В любом случае нужна зарядка, чтобы спокойно стримить там 4 часа, 5 часов и прочее. Хотя часа 3, я думаю, выдержит, например. Короче, ребят, давайте in кабель, вот так вот сделаем. In кабель мы втыкаем вот сюда в центральный вход, вот так вот это выглядит. Сразу скажу, что вначале вам будет непривычно, ибо на столе будет много проводов, ну довольно много проводов. Мне, например, это не очень нравится. Вот, так, далее вот сюда в порт, ну там либо у вас нижний, либо верхний получается, втыкаем зарядку от iPad, втыкаем Type-C, и у нас получается вот такое расположение, зарядка и HDMI. Все это дело мы подключаем сразу вот сюда в iPad. Вот так вот. Вот. Все, видите, да, как бы все, зарядка пошла. И получается у вас выводится аудио и видео в карту видеозахвата, потом она передает на MacBook, на компьютер, и одновременно iPad заряжается. Вот для этого нужен этот переходник, ребята. Далее, смотрите, второй переходник. Вам... Если у вас, короче говоря, обычный ноутбук, не MacBook, вам он не нужен, потому что в обычном ноутбуке уже есть HDMI, уже есть там все входы и так далее, то есть вам ничего не нужно. У меня MacBook, у меня все порты Thunderbolts 3, по-моему, называется. Ну, короче говоря, Type-C, грубо говоря. Вот, и у меня нет портов HDMI и прочее, поэтому мне нужен вот такой. Но, ребят, я его купил, сразу говорю, по ошибке, потому что в MacBook я как определился, и вам уже по опыту говорю, чтобы вы не совершали мою ошибку. Не воспринимает он HDMI, он воспринимает только USB по связи. Поэтому
Это лишняя покупка была, ребята. Нужен просто переходник на USB, обычный, двойной, ну или 3.0, не знаю, какой он здесь. Поэтому вот это вот дело из нашей карты видеозахвата, этот USB подключаем сюда. И, собственно, сейчас покажу, давайте я вот так вот карту вот так разверну, чтобы вы видели огоньки, как это происходит, вот так вот. Потому что у нас сейчас карта будет светиться. Так, и подключаем все это в наш MacBook. Сейчас подключу, и вы увидите раскраску карты. Карта загорелась синеньким, и теперь она горит постоянно. Так вот, когда она горит постоянно, она подключена. То есть все, это означает то, что можно стримить, можно записывать, делать все что угодно. Как вы видите, подключение происходит 1-2 секунды. Не более того. Не более. Так, в принципе, по большому счету, почти все готово для стриминга. Осталось только наладить программу для стриминга, и вторая часть этого видеоролика я покажу настройки OBS для MacBook и расскажу, какие настройки OBS можно делать для Windows. Ну, то есть для тех, у кого обычный ноутбук, либо компьютер стационарный, да, там, я покажу, короче говоря, все настройки моей в OBS, чтобы вы понимали вообще, что да как тут происходит. Далее, ребята, на компьютере вам ничего настраивать не нужно, потому что карта видеозахвата работает по технологии Plug and Play, то есть работа из коробки, поэтому там драйвера и так далее, ничего не нужно. Единственное, скачиваем программу Recentral, и у меня MacBook, повторюсь, и это программа Recentral Express, и по ней работает по USB кабелю, и только по USB. Если у вас Windows и другой какой-нибудь компьютер, не MacBook, то у вас тогда будет называться, по-моему, просто Recentral. Все ссылки я оставлю в описании и закрепленном комментарии, скачайте, посмотрите. Зачем нужна эта программа? Во-первых, она стриминговая. То есть можете работать не через OBS, как я, например, а через эту программу. Она, в принципе, тоже удобная. Вот, здесь написано «Устройство занято», потому что оно у меня уже транслируется в OBS. Я вам попозже настройки покажу. Но здесь вообще у вас будет экран вашего iPad. Для чего нужна эта программа именно если вы стримите через OBS? Ребят, сейчас будет очень важно. Заходите вот сюда в настройки, заходите в Live Gamer Portable 2+, и выключаете, нажимаете «Выкл защита HDCP». Потому что, сейчас вот так вот, смотрите. Получается, вот все вот эти настройки, это технология, которая защищает трансляцию и контент, который защищен, короче говоря, на iPad там и так далее, он не будет транслироваться нормально через карту видеозахвата. Вы выключаете эту защиту, и все у вас будет работать, все будет шикарно. Просто не забудьте вот эту кнопочку нажать, это очень важно. Вот, а так, в принципе, в этой программе больше как таковых там настроек. Да, там автономный режим, если вы записываете, конечно, здесь есть там какое качество и так далее. Но по большому счету здесь я не вижу больше там таких настроек. Здесь я поставил, смотрите, вот Auto Detection и Auto Detection. Единственное, если вы вот здесь вот знаете точно выходное разрешение вашего устройства и точно FPS вашего устройства, вот, тогда можно, конечно, выставить. Но я поставил авто и не парюсь. Вот такие, ребята, дела, настраиваем как на MacBook, так и на Windows, все одинаково, просто разное название программ. Далее заходим в OBS, показываю свои настройки, собственно, вот он я красивый, показываю свои настройки, в общем, OBS, и вообще что-то, как здесь будет происходить, как навешивать, как подключать iPad, звук там и так далее. Значит, настройки OBS, смотрите. Общие у меня тут все фигня, тут ничего такого. Вещание я ставлю primary, YouTube вот этот. Когда YouTube лагает, а такое бывает, что просто отказывается работать и битрейт падает до нуля и просто тупо стрим лежит в кавычках. Я ставлю бэкап YouTube, вот этот сервер, и у меня, в принципе, ну, уже получше работает. Ключ трансляции копируете со своей странички. Я не буду вот эти все инструкции сейчас давать, типа как там подключить трансляцию. Не об этом ролик. Ролик все-таки о карте видеозахвата. Ключ потока вы посмотрите на своем YouTube, в YouTube кабинете, так скажем. Далее, вывод, ребят. Я пришел опытным путем к следующим настройкам. Значит, расширенный обязательно подключаем, чтобы нормально настроить ваш стрим, качество и так далее. Ребят, у кого макбуки или iMac, ну то есть Mac устройство, короче говоря, я очень настоятельно советую ставить аппаратный кодировщик Apple VT H264. Почему? Потому что благодаря этому я добился, что у меня процессор загружается не на 20%, а на 7%, по-моему. То есть я снял нагрузку с процессора на 13%. И, грубо говоря, смотрите, X264, это MacBook благодаря своему процессору, грубо говоря, будет
обрабатывать видео и посылать, собственно, вам трансляцию в этот OBS, то есть транслировать через интернет. А вот этот аппаратный кодировщик — это фирменный кодировщик от Apple. И благодаря этому кодировщику снимается нагрузка на процессор очень сильно, очень сильно. То есть с 20% до 7, на 13. Вот, поэтому очень настоятельно рекомендую. Плюс, когда я ставил X264, у меня настолько шумел MacBook, что прям вот реально было громко. На всю кухню прям как, не знаю, как пропеллер, как пылесос. А я поставил аппаратный, и он тихонечко, еле-еле там шумит, чуть-чуть совсем. То есть еще шум вентилятора очень сильно снизился. И если у вас на микрофоне нет шумодава хорошего, тогда, ребят, ну, шумы вам помешают вести трансляцию. Будет дико шумно. Поэтому у кого такая проблема, тем более ставим аппаратный кодировщик. Вот, ребят, такие, друзья, дела. Так, далее я поставил 9000 битрейт. Почему? Объясню. Потому что зайдите просто в Google, вот, например, смотрите. Давайте с вами вместе в Google зайдем и введем такой поисковой запрос. Битрейт, стрим, YouTube. Вот, смотрите, первая ссылка, первая и вторая, это от самого Google. Сайт support или support google.com. Смотрите, рекомендуемые настройки кодирования для трансляции, для видео, тут все, короче говоря, написано. Кодеки, что да как, там частота кадров, битрейт и так далее. Вот, это битрейт, собственно, для самого видео. То есть, получается, это для роликов. Вот. Если у вас, 60, допустим, 1080 и 60 FPS, то рекомендуемый 12 тысяч, да, это типа для высокой частоты кадров, для 60 FPS. И в принципе, больше YouTube сам не обработает. То есть, нет смысла ставить 100 тысяч битрейт, например, то есть 100 мегабит, ибо YouTube сам переконвертирует в эти 12. То есть, какой смысл делать лишнюю работу и занимать память компьютера там и так далее лишним. Далее, теперь для трансляции. Все-таки мы пришли посмотреть ролик именно о трансляции. Вот, сам Google, сам YouTube, то есть это же как бы YouTube от Google, грубо говоря, они же в коллаборации. Вот, 60 FPS, то есть 60 кадров в секунду, качество 1080. И вот нам сам YouTube, то есть сам Google, нам говорит, что диапазон битрейта видеопотока 4500-9000 килобит. То есть сам Google вам говорит, что максимальный диапазон, то есть верхняя граница диапазона 9000. Нет смысла ставить для трансляции там 13 тысяч, 20 тысяч, миллион тысяч. 9000 и так это максималка на YouTube больше не будет. То есть какой смысл, не понимаю. Вот из таких моментов я делаю умозаключение, что 9000 это оптимально. Это и нормальное качество в принципе, и как бы максимально, ну, больше нет смысла. Далее, интервал ключевых кадров выставляем 2, ибо это такое для YouTube, скажем так, требование, в общем, такое. То есть просто на YouTube 2 надо ставить. Я просто это где-то вычитал статью и где-то в Гугле тоже почитал об этом. Далее профиль выставляем high, потому что, ну, как бы высокие настройки, и используем B-кадры. А для записи я использую по-другому, то есть чтобы там получше ролики были и так далее. Аудио я выставил на 128 килобит. Вот такие дела. То есть по поводу трансляции такие настройки, и на Windows в принципе то же самое. Только единственное, ребят, у вас другая карта будет, Nvidia, или AMD у вас будет, или там другая карта какая-то. А хотя какая другая? Короче, ребят, либо ставим Nvidia, да, вот этот аппаратный кодировщик, либо AMD аппаратный кодировщик. Ухудшение качества я не увидел. Может быть дело в Apple, может быть на Nvidia и AMD будет похуже, например. Но вот от Apple в кодировщике я не увидел никакого там, что качество хуже стало. Далее, ребят, аудио 48 кГц. Вот, ставим. Собственно, и стерео. Я вот такие настройки себе, тоже опытным путем. Далее, видео, ну, естественно, 1080 и 60 кадров в секунду. Ну, а как бы, ребят, стримить не 60 кадров, но это как-то, не знаю, странно. Далее, фильтр масштабирования я поставил 16 выборок, потому что 36 выборок я ставил, улучшение качества дикого прям я не заметил, а процессор нагружается больше, поэтому смысла я не вижу, чтобы ставить типа 36 выборок. Хотя по факту это лучший способ, да, масштабирования вашей трансляции, но реально прироста качества я не заметил, а смысл нагружать процессор я не нашел. Далее, расширенные. Я ставлю цветовой формат вот такой вот NV12. Далее, цветовое пространство 709 ставлю, потому что у меня на MacBook, у меня как бы цветовое пространство 709, вообще в принципе, и реально по цветам получше, посочнее цвета, ребят.
Поэтому ставлю 709. Цветовой диапазон полный. И отключаю вот эти все там вертикальную синхронизацию, она как так называется. Возможно, у вас чуть другие настройки здесь. Короче говоря, ребят, вот задержку я выключил. Здесь вот такие у меня настройки OBS. Все, по настройкам пробежались. Давайте посмотрим, как iPad вообще врубить, собственно, в этот OBS. Каким образом? Значит, здесь я навесил уже микрофон, вот видно, да, здесь. И камеру, вот вы меня видите, собственно, в камеру. Нажимаем плюсик и нажимаем у нас устройство захвата видео. Я новое добавлю. Ну, у меня как бы было, я же трансляцию настраивал, новое. И вот выбираем здесь Live Gamer Portable 2+. Опа-на! Вот наш iPad. Ребят, что я заметил? Смотрите. У кого Windows, у кого обычные ноутбуки, компьютеры там и так далее, у вас все передается через выход на HDMI, соответственно, ноутбука или компьютера. То есть вы по HDMI всю информацию, всю картинку передаете. И у вас можно ставить пресет High, потому что у вас передается в этом случае 60 кадров в секунду. Что я заметил, ребята, и владельцы, пользователи iMac устройствах. То есть это MacBook и iMac компьютеры, соответственно. Если вы выставляете пресет High, я не знаю, почему так работает, но могу догадываться, ведь на MacBook и iMac устройства передается информация по USB проводу, возможно, поэтому, возможно. А на Windows по HDMI кабелю, возможно, из-за этого. А может и нет, я, короче, не разобрался, но если вы ставите High, смотрите, ребят, вот ставим High, выходим в менюшку главную, смотрите. Сейчас вот так меню полистаем. Смотрите, как заторможено. Вот заторможено. Менюшка перелистывается. Заторможено. Из чего я делаю вывод, что здесь примерно 40 FPS. Я, конечно, не замерял. То есть вот так, смотрите. Вот заторможено слегка. Оп. Видите, подлагивает. Я сделал такое умозаключение, что, короче говоря, при high пресете через USB провод именно на Mac устройство передается 40 FPS, там 45 или аж 30, наверное. И я поэтому пошел по пути ухудшения качества картинки, но главное, чтобы было 60 FPS. Я сейчас объясню, как все сделать красиво. Выставляем 720, и смотрите, оп, смотрите, как плавно. То есть подлагов минимально. Ну, там, может, чуть-чуть, совсем капельку, но это редко происходит. Вот, то есть, видите, оп-оп, оп-оп. Вот, то есть, все плавно. И это практически 60 FPS, может быть 59, может быть 55. Но надо выставлять на Mac устройство, у кого макбуки, ребята, 720 качества, тогда будет все тип-топ по FPS. Далее, смотрите, здесь все там обрезаем, то есть заходим в настройки, значит, вот сюда. Фильтр масштабирования ставим бикубический, как я вам говорил, так как у нас уменьшается, получается, картинка, и я сейчас будем ее растягивать на экран. Далее трансформировать, изменить изображение, и мы обрезаем слева, справа, там, смотрите, видите, да, вот, оп, картинка поехала. Вы там, в общем, сами посмотрите, я вам сейчас не скажу сколько, в зависимости от того, как вы будете делать свою трансляцию и какое у вас устройство. Ну, допустим, 205. Справа 205, сверху давайте обрежем картинку, чтобы ровно прям, ну, допустим, вот так вот, без разницы. Ребят, сами цифры смотрите, сами подбирайте. Я вам просто идею подкидываю. Вот так вот. И, допустим, вот я хочу ее растянуть на весь экран, например. Чтобы вот так было, да, камера внизу. Ну, у вас не получится, конечно, этого сделать, ибо... Так, камеру выше ставим, вот так вот, чтобы меня видно было. Вот, у вас не получится, потому что на iPad'ах это 4:3 разрешение. А вот на телефоне, например, может и получиться. Ну, давайте так, короче говоря, у нас слева, точнее, здесь будут там всякие картинки, вебка, да, вот, хотя вебка уже есть. Вот, всякие там, не знаю, ссылки ВКонтакте и прочее. Кто на моих стримах сидит, тот знает. Так, все, картинку вывели. Далее выводим звук с iPad'а, захват входного аудиопотока. Новый добавляем, потому что я вам покажу, как это делать. И то же самое, Live Gamer Portable 2+. Опа-на! Захват входного аудиопотока. Сами настроите там по децибелам, как там, громче, тише, как захотите. Вот. Давайте прослушивание и вывод, вот так вот. Все, вот так. И фиксируем громкость, чтобы потом случайно ее не изменить. Вот так вот.
И получается, ребятки, получается, у нас звук с iPad берется и передается вместе с картинкой в OBS. Вот. Такие дела, такие дела. То есть все, вот так можно стримить, собственно. Вот. Наш красивый персонаж тут. Так, ребята. В общем, вот так вот мы стримим, то есть плюс здесь же, да, звук, здесь картинка. И я сюда же, смотрите, давайте покажу. Я вот моя программа стрим, точнее вкладка, ну, сценарий. Сколько у меня здесь понавешено, там донаты, микрофон, там всякие картинки и так далее. Вот моя, в общем-то, заглавная страница, грубо говоря, да, именно сцены моего стрима. Вот у меня вебка слева вверху, вы видите меня. Далее топ месяца по донатам, далее ссылки, далее мой логотип. Там, кстати говоря, размещение видео, когда кто-то заказывает музыку. То есть вы, допустим, мне на стриме хотите музыку заказать, то там, где логотип слева внизу, вот здесь, получается, я мышкой сейчас покажу, вот здесь вот. Здесь будет видео, которое закажет человек за донат. Ну и, собственно, полоска донатная. Все, и так вот я, собственно, подстроил iPad, чтобы вот было ровненько по пикселям, по миллиметрам. Такие дела. Еще раз повторюсь, здесь 720, и поэтому здесь все будет плавно. Если вы выставите high, у вас будет 40 FPS. Если вы на Windows, не парьтесь, на Windows у вас передается по HDMI проводу. Вот, и там все будет четко 60 FPS. Вот такие дела. Получается, смотрите, ребят, у меня по аудио здесь Discord сюда выходит. То есть я сделал так, чтобы Discord вывести сюда в OBS. Донатные уведомления сюда, звук выходит. Далее медиа за донат, микрофон мой здесь же. Спонсоры, кто новый появляется на экране. Стикеры, фоновая музыка здесь же. Я сделал, да, ее как бы фоном, чтобы люди слышали на стримах. И как бы звуки стрельбы, там, шагов и прочее, еще и с фоновой музыкой, чтобы все было красиво. И iPad звуки я уменьшил на 10 дБ, поставил минус 10, чтобы мой голос выделялся на фоне всех этих звуков и так далее. А фоновую запихнул минус 35, чтобы все было красиво, чтобы музыка была действительно фоном, чтобы звуки игры были чуть тише, а мой голос громче. Вот такие дела. Далее, ребят, очень важный момент. Я вам уже вебку покажу. Значит, подключаем наушники. У меня, я показывал на стримах, наушники Beats. Я их покупал аж в 11 классе. То есть, грубо говоря, или в 10. Ну, очень давно, ребят, очень давно. Это был 2012 год там, или 11 год, короче, 8 или 9 лет назад. У меня наушники Beats, они беспроводные. То есть, вот отключается вот эта шняга, вот так вот, и они беспроводные. Но я очень не советую использовать при таком раскладе беспроводные наушники. Почему? Потому что вы будете звук слушать с компьютера, а не со своего устройства. Вот это я советую. Получается, у вас с iPad передается звук в карту видеозахвата, с карты видеозахвата в компьютер, а с компьютера вы будете еще по Bluetooth прослушивать звуки игры по наушникам. И будет задержка, я это заметил. Я начинаю стрелять, примерно через полсекунды у меня начинаются в наушниках звуки выстрелов. То есть из-за того, что из iPad в карту, из карты в MacBook, из MacBook по Bluetooth происходит задержка звука. Поэтому что мы делаем? Мы используем проводные наушники. Оп. И провод второй втыкаем в компьютер свой. Вот. Далее, смотрите, очень важный момент, ребята. По звукам. Ставим, Discord я так общаюсь, то есть я поставил выключить прослушивание по Дискорду, а сам Discord у меня как бы, в уши мне и так, зачем мне двойной звук. Донатные уведомления ставим прослушивание и вывод, чтобы, очень важный момент, стример не должен забывать про донаты. Чтобы вы играете и у вас звук такой, хоп, там, у меня музыка особая, вы знаете. Вот, чтобы донат прям вот вам в уши чуть-чуть, да, как бы воспроизводился. И чтобы вы понимали, ага, донат пришел, надо на экран посмотреть. Иначе вы будете забывать, потому что вы не будете ничего слышать. И будете редко обращать внимание на монитор. Так, далее спонсорку туда же, чтобы на спонсоров обращать внимание. Вот, фоновую музыку я выключил, она мне не нужна, я вот слушаю только ребят по Дискорду, только звуки игры, я как бы вот под музыку не играю, но вы можете, кстати говоря. И iPad звук мы ставим прослушивание и вывод. То есть теперь, надев наушники, да, вот надев наушники на голову показываю, вы будете в этих наушниках слышать звуки игры раз, все донаты 2 и своих товарищей по Дискорду 3 в одних наушниках. При этом Discord с компьютера включается, а игра идет у вас с iPad. То есть и вы все эти звуки слышите в одних наушниках.
Вот в чем мой совет. Делать вот так вот. И получается, что я, надев наушники, одни наушники. А раньше я играл таким образом, вы видели на стримах. У меня в левом ухе, короче говоря, один наушник AirPods, а в правом ухе AirPods от iPad. И у меня на левом наушнике Discord, товарищи, да, там со мной разговаривают, а на правом наушнике у меня игра. И это капец, ребят, это бомж-вариант, реально бомж-вариант. А вот так вот это круто. То есть вы слушаете и игру, и донаты вам прилетают, вы слышите все здесь же в этих, да, наушниках, и общаетесь с товарищем, и Discord слышите здесь же в наушниках. Вот такие, ребят, дела, то есть вот такие мои советы. Все подключать с компьютера и прослушивать все с компьютера. Потому что, как бы, ну, зачем вам еще нужен компьютер? Это же машина, она должна работать. Вот, ребята, вроде во всем разобрались, вроде все настройки я вам показал, вроде все рассказал. О, надеюсь, было полезно, ребят, надеюсь, было очень полезно. Как всегда, давайте, с меня годный контент, а с тебя лайкос. Всем до новых встреч и пока-пока.